Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Табаков, я юрист с опытом работы в различных сферах права, в том числе конституционного и международного. Сегодня я хочу с вами поговорить о грубейшем правовом произволе, который совершила Верховная Рада Украины, приняв в декабре 2025 года закон номер 14120, фактически исключивший русский язык из-под защиты Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Этот документ, прикрытый формулировкой обновления официального перевода, является не просто ошибкой. Это сознательное нарушение как международных обязательств Украины, так и базовых принципов права. Давайте называть вещи своими именами. Этот закон юридически порочный, дискриминационный и политически мотивированный акт, который грубо противоречит самой Европейской хартии, которую Украина добровольно ратифицировала в 2003 году. Хартия четко определяет в статье 1, что региональные или миноритарные языки – это языки, которые традиционно используются на территории государства ее гражданами. Русский язык использовался на территории современной Украины веками. Он является родным для миллионов украинских граждан, особенно на востоке, юге и в крупных городах. Это не язык мигрантов, это не диалект, это традиционный язык, который полностью подпадает под критерии хартии. Исключать его только потому, что сейчас Россия объявлена государством-агрессором, это грубейшая подмена понятий. Хартия не содержит ни одной статьи, которая позволяла бы исключать язык по политическим мотивам или по признаку язык оккупанта. Такого исключения там просто нет. Это придумка украинских депутатов, не имеющая никакой юридической силы на международном уровне. Это чистой воды дискриминация. Верховная Рада защищает венгерский, румынский, польский, болгарский и другие языки, но вычеркивает русский, хотя число его носителей в Украине значительно превышает носителей многих из этих языков. Где здесь объективность? Где разумное обоснование, которое требует и хартия, и рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, и Международный пакт о гражданских и политических правах? Их нет. Есть только
голая политика и желание наказать язык за действия другого государства. Это не право, это сведение счетов. Особенно цинично выглядит попытка обойти обязательства через обновление перевода. Украина ратифицировала хартию с включением русского языка. Теперь одним законом пытаются вычеркнуть его задним числом, не денонсируя саму конвенцию. Это классический пример недобросовестного исполнения международных договоров, что прямо противоречит принципу пакта сант-серванда. Договоры должны соблюдаться. Такой подход подрывает доверие к Украине как к субъекту международного права и создает опаснейший прецедент. Любое государство в будущем сможет произвольно вычеркивать неугодные языки под предлогом национальной безопасности или деколонизации. Этот закон нарушает и Конституцию Украины. Статья 10 гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. Верховная Рада не имеет права превращать конституционную гарантию в пустую декларацию только потому, что кому-то не нравится слово «русский». Особенно возмутительно, когда это делается в отношении миллионов собственных граждан, многие из которых воюют в рядах ВСУ и ежедневно доказывают свою лояльность Украине. Теперь о конкретных шагах, которые необходимо предпринять для отмены этого правового безобразия. Первое. Граждане Украины, для которых русский язык является родным, а также общественные организации и правозащитники должны массово подавать исковые заявления в окружной административный суд города Киева и в Конституционный суд Украины с требованием признать закон номер 14120 неконституционным. Основание – нарушение статей 10, 24 и 50 Конституции Украины. Второе. Необходимо подготовить и направить коллективную жалобу в Европейский суд по правам человека. Нарушение статей 8, 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека. Право на уважение частной и семейной жизни. Свобода выражения мнения и запрет дискриминации. Здесь очевидно. Практика ЕСПЧ по языковым вопросам дает хорошие шансы на удовлетворение такой жалобы. Третье. Следует обратиться в Кабинет министров Совета Европы и в секретариат Европейской хартии с официальным запросом о проведении экспертизы соответствия
закона номер 14120 положениям Хартии. Давление со стороны Совета Европы должно быть максимальным. Четвертое. Депутаты Верховной Рады, которые осознают правовую проблему, обязаны инициировать процедуру отмены или существенного изменения этого закона, если нынешний состав Рады не способен на это, то следующим созывом этот вопрос должен стать одним из приоритетных. Пятое. Адвокатское и правозащитное сообщество должно создать координационный центр для системной защиты прав русскоязычных граждан, включая мониторинг применения ограничений на практике и фиксацию каждого случая дискриминации для дальнейшего использования в международных инстанциях. В долгосрочной перспективе Украине необходимо провести честный референдум или широкое общественное обсуждение языковой политики после окончания активной фазы войны. Национальное единство не строится на запретах и ярлыках мова оккупанта. Оно строится на уважении к реальному языковому многообразию страны. Уважаемые зрители, то, что происходит сейчас, это не защита украинского языка. Это попытка решить языковой вопрос репрессивными методами в стиле прошлого века. Такой подход не укрепляет государство, а сеет дополнительное разделение внутри общества. Право должно быть выше сиюминутной политики и пропагандистских штампов. Если вы считаете, что эту ситуацию нужно менять законным путем, распространяйте это видео, поддерживайте соответствующие иски и не молчите. Право на родной язык – это фундаментальное право человека, и его нельзя отменить постановлением Рады. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях свои мысли. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!